Так, сегодня ночью сгорел склад в Новосибирске. На рейсе из Петербурга произошла разгерметизация самолета, а в Калининграде вводят продуктовые карточки для бедных. Это «Воздух», новости на Ходорковский лайв, и прямо сейчас обзор главных событий и происшествий к этому часу. Прошлой ночью в Новосибирске сгорел склад кабельной арматуры. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Спасатели получили сигнал о возгорании около 11 часов вечера по местному времени. Потушить открытый огонь удалось только к утру, но пожарные продолжили проливать конструкции. Весь район был охвачен черным дымом, а пострадавших не сообщалось. Все дальше и дальше, видишь, перекидывается огонь. Да, жар прям. Также очевидцы пожара на Тюменской улице в Новосибирске сообщали, что слышали громкие хлопки. В районе было тяжело дышать, и это при том, что был сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня. МЧС направила туда специалистов, которые проверят уровень концентрации вредных веществ в воздухе. Причина пожара пока не установлена. Ее только начинают выяснять. Местные паблики, вроде телеграм-канала «Экстренный Энск», пишут, что жители видели, как загорелась кровля. В Москве грузовик насмерть сбил главу департамента Министерства образования и науки Олега Чурилова. Он возглавлял ту часть ведомства, которая занимается развитием технологического предпринимательства. Авария произошла на Ленинградском проспекте поздним вечером 11 декабря, но о гибели чиновника написали только сегодня утром. Минобрнауки, передавая соболезнования родным, написала, что умер Чурилов 12 декабря. По данным издания «Шот», врачи пытались его спасти до 7 утра, но травмы оказались слишком тяжелыми. Также ШОТ передает и подробности аварии. Грузовик выезжал с внутренней территории спорткомплекса ВТБ-Арена, сдавал задом и не заметил пешехода, который стоял на проезжей части. Другая странная авария. В Тверской области маршрутка врезалась в яхту. Вот как это было. Яхту везли на тягаче по трассе Кимры-Дубна, но на повороте перед яхт-клубом она застряла. Пока был день и хорошая видимость, водители ее объезжали, но к ночи яхту так и не успели эвакуировать подальше. Вот так вот в яхту за миллиард. Здесь она поворачивала и застряла. Знаки не выставили, а маршрутка ехала оттуда. Плохо еще российские полицейские разбираются в яхтах. Стоит она не миллиард, конечно, а от 10 миллионов рублей в подержанном виде, уточняет связанное с силовиками издание «База». Лучший продавец доширака погиб в Екатеринбурге при странных обстоятельствах. Менеджер упал из окна 5-го этажа. Его труп был обнаружен во дворе гостиницы «Московская горка» после корпоратива, на который съехались торговые представители из разных регионов. Фамилию погибшего не называют, однако все тот же связанный с силовиками телеграм-канал Мэш рассказал, что жена покойного считает его смерть местью менее удачливых коллег. Якобы ему настолько завидовали, потому что он дважды становился лучшим продавцом в компании. Эту версию проверит следствие. Новая авария на сухой Суперджет-100. Газета «Известия» сообщает о разгерметизации салона на рейсе Санкт-Петербург-Москва авиакомпании «Россия». По данным газеты, экипаж вернулся в пункт вылета в аэропорт Пулково. Информация о пострадавших отсутствует, причины устанавливаются. Контрактник расстрелял сослуживца в Брянской области, сообщает издание «Астра» со ссылкой на данные Навлинской больницы. По информации издания, между двумя военнослужащими Николаем Степановым и Евгением Паньковым произошел конфликт. Паньков достал автомат и расстрелял Степанова. Тот скончался в больнице. Паньков задержан. Украина подверглась массированному обстрелу этим утром. СМИ сообщают, что в Киеве люди прячутся в метро. В Одессе нет воды, не работает электротранспорт. Власти страны заявили об ударах по объектам энергетики. Укрэнерго предупредили об отключениях. Информация о пострадавших пока не полная. А в Харьковской области, по официальным данным, ранены минимум 4 человека. Зеленский заявил, что Россия выпустила по Украине 93 ракеты и около 200 беспилотников. В России, в Белгородской области, после атаки дронов погиб человек, сообщает глава региона Вячеслав Глазов.
Гладков. Губернатор уточнил, что погибший боец самообороны. В Курской области тоже из-за дрона погиб сотрудник пограничной службы. По данным Астра, беспилотник атаковал автомобиль ФСБ в Глушковском районе. Еще 4 сотрудника пострадали. Близкие к силовикам телеграм-канала утверждают, что украинский дрон был сбит в районе распределительного комплекса «Лукойла» в Ленинградской области. Разрушений нет. Россия и Украина обменяются новогодними посылками для военнопленных, сообщила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Я могу сказать, что мы с украинским омбудсменом договорились, что к Новому году мы передадим посылки с записками, письмами из дома, с детскими рисунками, с вещами. И буквально в декабре на российско-белорусской границе будет этот обмен. Эта акция – результат переговоров между Москальковой и омбудсменом из Украины Дмитрием Лубенцом. США тем временем выделили Украине новый пакет военной помощи на $500 миллионов, о чем сообщил госсекретарь Антони Блинкен. С начала декабря США уже анонсировали 2 пакета помощи для Киева на $725 и $988 миллионов. А новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своей программной речи призвал Альянс готовиться к войне с Россией. То, что происходит в Украине, может произойти и здесь тоже, предостерег генсек. Сейчас НАТО к этому не готово, считает Рютте. В Калининградской области вводят продуктовую карточку. Об инициативе сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных. По его идее, с 2025 года пенсионеры, чей доход ниже прожиточного минимума, и другие малоимущие смогут покупать по ней продукты. Глава региона отметил, что пытается решить вопрос с местными ценами, но если стоимость местной продукции контролировать легче, то привозные товары дорожают из-за логистики в условиях санкций. В Петербурге из аптек и больниц пропал физраствор, который нужен для капельниц. Люди по 2 месяца ждут назначенных в поликлинике процедур. Об этом рассказывает издание «Фонтанка». Журналисты поговорили с пациентами и сами попробовали купить физраствор. Они также уточняют, что препарат входит в число жизненно необходимых. На маркетплейсах его еще можно приобрести, но пузырек в 400 мл обойдется в 1000 рублей. В то же время власти Санкт-Петербурга поспешили опровергнуть данные «Фонтанки». Якобы физраствора на складах и в больницах достаточно, и идет активная закупка на следующий год. В случае же, если пациента поликлиники просят приходить со своим, рекомендовали писать в Росздравнадзор. В ноябре дефицит физраствора фиксировали в Тюменской, Свердловской, Челябинской областях и в Пермском крае. Рамзан Кадыров сообщил о присвоении главе Росгвардии Виктору Золотову звания Героя России. Глава Чечни опубликовал их совместную фотографию с Кремля. У обоих на груди видны звезды Героев России. Но вот на сайте Кремля данных о награждении нет. Накануне Владимир Путин провел публичную церемонию вручения госнаград. И там тоже не было ни Кадырова, ни Золотова. Издание агентства считает, что вчера могла пройти отдельная, закрытая церемония. Глава второго по величине города в Курской области Железногорска нашел на подведомственной территории объект повышенной опасности. Копию Эйфелевой башни, которая стоит во дворе бывшего ресторана французской кухни. Она ему очень сильно не нравится, но снести просто так мэр ее не может, так как стоит она на частной территории, которая принадлежит местным жильцам. Он их собрал и припугнул, что заставит платить за ремонт арт-объекта. Те, конечно, сдали башню без боя. А вот главное обоснование, почему городской глава так сильно озаботился Эйфелевой проблемой. Для меня, как для главы управы, как человека, имеющего российское гражданство, данный объект, арт-объект, является объектом, позиционирующим вражеские государства, которые сейчас ведут агрессию по отношению к нашей стране. Ну, мэр эту башню, конечно же, победил. Что ж, это все новости, которые я собиралась вам рассказать к этому часу. Обязательно лайкните наш ролик, так вы помогаете нам распространять наши видео в интернете. Подпишитесь на Ходорковский лайв в Ютьюбе и в Телеграме. Мы сделали там специальный телеграм-канал, куда дублируем все наши видео, а еще и для вашего удобства в аудиоформате. Комментируйте нас и скоро увидимся.